Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами полистать книжку «Лоскутные подушки и покрывала». Просто перебирала свои запасики всякие разные. И вот там стопка книжек была у меня, просто их много разных, и по аквилингу, и по лоскутному шитью, там, ну и тому подобное. Ну и, в общем, решила вместе с вами полистать. Вдруг кому-то будет интересно. Если это так, то приятного вам просмотра. В основном лоскутным шитьем у меня мама увлекалась. Книжка, кстати, в твердой обложке. Форзац у нее очень красивый. Вот. Нет, но я тоже увлекалась. И я, правда, не знаю, в будущем буду ли я что-то делать подобное. Ну, посмотрим. А книжки эти тоже я пока не решила, оставлю их или не оставлю себе. Посмотрим. Оглавление. Ну, сейчас пока просто полистаем, потому что самой интересно. Давно я что-то не брала их в руки. Конечно, очень красивые вещи получаются. Одно время, да, я сама тоже делала много чего для себя такого. Цветовой круг. Ну вот цветовой круг у меня всегда вызывал недоумение, зачем он нужен. Ну, в том смысле, что, не знаю, у меня просто никогда не было проблем с подбором цвета, но суть в том, что в природе обилие красок, и все как-то очень гармонично смотрится. Но, наверное, людям просто нужно иметь чувство меры. И тогда все будет между собой сочетаться. Тут, как видите, довольно-таки крупный шрифт, ну, вполне себе комфортный. Несмотря на то, что странички цветные, читать очень даже удобно. Много чего тут интересного рассказывается. Это, конечно, очень красиво. Люблю я, знаете, когда книжки с цветными иллюстрациями, ну, как-то это более увлекательно. Я еще сегодня пересматривала свои старые книжки, и которые мне дарили моя преподавательница, ну, учительница младших классов. Она у нас, ну, она вязала на заказ, она вообще такая была рукодельная, вот. Но, честно, я вот ее, когда училась, да, в школе, я ее очень любила. А вот с возрастом, знаете, я когда стала все вот анализировать, я поняла, что она, в общем-то, любви не заслуживала. Потому что, ну, как бы, более того, она не должна была преподавать, потому что таких, как она, нельзя допускать к педагогической деятельности, я считаю. Хотя она считалась одной из лучших учительниц и так далее, прям такой, вообще, это самое красивое сочетание такое. Потому что она была, как я поняла, весьма таким человеком, знаете, перфекционистом в очень плохом смысле этого слова. Она вот нам постоянно рассказывала, что нужно, ну вот что она, например, приходила домой, да, делала домашнее задание, и если, не дай бог, она делала хотя бы одну помарку,
она брала новую тетрадку и все просто с первой страницы переписывала. Снова делала помарку и снова переписывала. Но это говорит вообще о некоторых отклонениях. А она пыталась вместо того, чтобы сама это как-то прорабатывать, ну да, наверное, время такое было, что это не принято, да, но вместо того, чтобы это как-то самой проработать, побороться с этим, она все это пыталась в нас развивать, понимаете, именно развивать. То есть она считала, что это даже нормально, но это не нормально. Она говорила, что у нее просто вот здесь вот аж были мозоли, но для нее было очень важно, вот, что, чтобы все было аккуратно и без единой помарки. Ну, знаете, как бы я считаю, что, ну, если, допустим, даже тетрадку можно переписать, то жизнь-то свою не это самое. А в жизни у нее, кстати, было не все гладко, потому что вроде как они с мужем очень друг друга любили, но потом по итогам муж стал выпивать, дочка, по-моему, ее автобус задавил, и у нее еще было 2 сыновей. В итоге один только из них нормальный, а второй он наркоман, и муж в итоге тоже стал, по-моему, наркотики принимать, и ее довели до могилы. Вот, поэтому тут ее перфекционизм ей не сильно помог. И знаете, я к чему это рассказываю? Тоже очень красиво. К чему я это, в общем-то, рассказываю? К тому, что она мне подарила на день рождения книжку по рукоделию. И, ну да, у нее такой почерк был красивый. Прям вся такая идеальная. Подписала мне, значит, вот я, кстати, не понимаю, вот честно не понимаю, зачем подписывать книги. Когда ты даришь книгу, зачем ее подписывать? Почему нельзя там вложить открытку, там еще что-то? Зачем портить книгу? Ну а если она даже человеку в жизни не пригодится, ты ее уже даже ничего с ней не сделаешь. Это как бы, ну, не знаю. Ну так вот, и она написала вся, какая я замечательная. Ну вот, ну и, короче, дальше была приписка, вроде тоже все как бы, знаете, так, это самое, а завуалировано, ну, короче, развила кучу комплексов. Но, правда, не одной этой надписью. Меня даже вот, ну, сейчас, именно как человека взрослого, да, который отвечает за себя и так далее, меня очень это, ну, как бы я сразу подтекст поняла, меня это покоробило. Вот. А тогда я, видимо, это... Нет, ну тогда я, наверное, на это даже, может быть, и обиделась, но это, опять же, ну вот те, возможно, проблемы психологические, какие и сейчас есть, это вот спасибо ей огромное на самом деле. Ну и, конечно, подтекст, развивая в себе вот эти все качества. Ну, смысл, увлекайся всем этим рукоделием, и да, и будет тебе счастье. Ну, к слову, у нее я особо ничему не училась. Меня учили другие люди, и, в общем... Ну да, в этом плане она была бы мной довольна. Но, конечно, человек, который к образованию не должен иметь никакого отношения, потому что она меня как бы любила, как я понимаю. Но, наверное, это даже, вот знаете, если она ко мне плохо относилась, для меня это было бы благом. А я действительно понимаю, что она ко мне очень хорошо относилась, и поэтому она покалечила очень сильно мою психику. Потому что она, ну я не буду на самом деле рассказывать всех подробностей, но она делала так, ну что я там ощущала себя каким-то просто чудовищем. Она иногда создавала ситуации, в которых я себя именно так ощущала. Вот, кстати, действительно, человека уже нет в живых,
Я вот держала сегодня в руках ее подарок, и когда-то ее даже любила. А сейчас я говорю о ней плохо. И вы знаете, мне даже не стыдно, потому что о мертвых типа плохо не говорят. А мне не стыдно. Потому что сейчас уже больше принято, знаете, говорить о психике, о прочем, о психологии и так далее. И это правильно. Извините, это у меня там ушастик. Прикольная штучка. Так вот, покалеченная психика-то, это все трудно прорабатывается. Те установки, которые нам когда-то давали, это мы потом и другим поколениям передаем. И хорошо, если хватает силы и ума все это проработать и не делать того же самого. Да нет, наверное, на нее нельзя обижаться, потому что она сама этого не осознавала и думала, что так лучше. С другой стороны, когда смотришь на современное образование, думаешь, что тогда-то было лучше, и как бы глупыми мы не выросли. Да нет, наверное, знаете, вот я всегда считаю, что и в те времена, и сейчас есть и много хорошего, и много плохого. Но вот что-то в том образовании мне нравится. Вот это классно. А что-то, наверное, конечно, не доведи Господи. Кстати, вот это красиво. И главное, меня удивляет то, что я в каких-то ситуациях, даже там в детском саду, в школе, я могла даже за себя постоять, и даже и учителю, и воспитателю что-то сказать. То есть я не была каким-то забитым ребенком. И вот при этом я никак не могу понять, почему я не нажаловалась на нее. Книжка, конечно, классненькая. Моя расцветочка. Вот это вот надо повнимательнее будет почитать. Это меня заинтересовало. Тоже милота. Ух ты, потрясающее сочетание. Обожаю такой цвет. Прям классно. Ну вот, такой вот был обзорчик. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки рыжая, 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, хорошего настроения, уютных творческих вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока.